Посмотрите, какой красивый, пышный, пружинистый, ароматный. Очень простой рецепт. Хлебушек получается безумно красивый. Вот такой вот. Безумно вкусный. И очень дешевый. Для начала беру муки 350 грамм высшего сорта. И просеиваю ее в емкость побольше. В муку высыпаю 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 5 грамм сухих дрожжей. Это тоже 1 чайная ложка. Все это хорошенько перемешиваю, чтобы равномерно распределилось по всей муке. Теперь в муку добавляю 200 грамм воды. Температурой 35-40 градусов, не больше. И 30 грамм растительного масла непахучего. Сразу же хорошенько все это перемешиваем. Сначала перемешиваем ложкой или вилкой. Когда уже будет неудобно, переходим на ручной замес. Чуть-чуть посыпаем стол мукой и выкладываем тесто на стол. Вымешиваем хорошенько наше тесто приблизительно минут 5-7, чтобы оно было однородным. Будет прилипать, но терпите, ничего страшного. Когда вы убедились, что тесто уже однородного цвета, никаких сгустков нету, собираем его до кучки. Смотрите, вот такой вот колобок должен получиться. Как можно меньше он уже станет прилипать к рукам. Чуть-чуть присыпаем мукой. Кладем его назад в тарелку. Накрываем нашего колобка крышкой и оставляем в теплом месте отдыхать минут на 30. Итак, прошло 30 минут. Посмотрите, тесто увеличилось приблизительно в 3 раза. Сверху посыпаем его мукой. Немножечко муки на стол. И вываливаем его на стол. Немножко притрушиваем сверху мукой. Делаем вот такую вот большую лепешку, сильно не придавливая. Сворачиваем нашу лепешку вдоль. Теперь сворачиваем нашу колбаску в эту сторону. Теперь опять делаем такую вот круглую лепешку. И берем второй раз, скручиваем нашу лепешку. Придаем нашему хлебу приблизительно вот такую вот форму, напоминающую батон. Немножко присыпаю нашу формочку мукой. Кладу в него батон. Еще раз корректирую его форму. Накрываю крышкой. Вы можете накрыть полиэтиленом. И оставляю еще минут 20 полежать ее в форме. Перед тем, как я открою, пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. Открываем наш хлеб. Сверху промазываю обычным молоком. Можно просто водой. Слегонца сверху присыпаю мукой. Делаю легенькие надрезики. Сильно не врезайтесь в хлеб. Слегонца сверху, поверхностно. И теперь отправляем наш хлебушек в духовку, разогретую до 180 градусов. Приблизительно минут на 30-35. Наблюдаем. Прошло 30 минут. Этого было достаточно. Посмотрите, какой красивый, какой пышный получился хлеб. Даем ему естественным способом остыть и нарезаем. Итак, хлебушек наш подостыл. Посмотрите, какой он мягенький, пышный, румяный. Посмотрите, какая красота. Хлебушек получается безумно красивый. Вот такой вот. Безумно вкусный. Зажаренный, хрустящий хлебушек у меня получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру. Всем пока.